последнее время в России все чаще слышны разговоры о развитии туризма, но, к сожалению, дальше разговоров дело очень редко заходит. При этом мы не забываем, что Россия — это огромная страна с множеством интересных и красивых мест, удивительно красивых, волшебно красивых мест. Но у нас есть одна проблема. И проблема заключается в том, что добраться до этих мест либо очень дорого, либо очень сложно, а часто и то, и другое. Я никогда не забуду, например, когда ты приезжаешь на Камчатку и хочешь посмотреть на долину гейзеров, арендуйте вертолет. Все, вы знаете, сколько стоит вертолет. Простой человек себе позволить это не может, и он просто не может увидеть всей красоты. У нас нету дорог, у нас действительно очень плохо развито авиасообщение, особенно про малую авиацию, которая, например, в Штатах, в Европе, в Азии, она развита гораздо лучше. Вы можете просто там быстренько просто арендовать вертолет, куда-то полететь, и это даже будет иногда стоить каких-то приемлемых денег. И я уже молчу про инфраструктуру. Я не помню, какое конкретное место, да, но я увидел какие-то красивые картинки и захотел уже насладиться какой-то нашей прекрасной природой, а потом выяснил, что чтобы туда попасть, нужно собирать целую экспедицию, потому что нету отелей, нет никаких удобств, то есть тебе нужно брать какие-то палатки, снаряжение, вот это как-то вот, ну, все очень-очень сложно. В Калифорнии, мы сейчас с вами переносимся в Калифорнию, США, Калифорния, так вот в Калифорнии, друзья, десятки национальных парков. И главная проблема тут не в том, как добраться до какое-нибудь красивое место, а в том, какое из сотен красивых мест, которые тебя окружают, выбрать. Потому что у тебя здесь, с одной стороны, у тебя секвойи эти гигантские, с другой стороны, у тебя Йосемити парк, с третьей у тебя какие-то необычайный этот берег с какими-то диковинными лесами. И вот это вот количество красоты, оно просто зашкаливает. И здесь есть один интересный парадокс, что вы совершенно справедливо замечаете, что американские города, они часто очень грязные. Это там в центре бомжи, не всегда все в порядке с мусором. Тот же самый Сан-Франциско славится своими бездомными наркоманами, которые там просто на каждом шагу в центре. Но вот только все, что касается природы, у американцев в полном порядке. В России все наоборот, да, мы будем мести площадь перед администрацией, менять там 5 раз в год однолетние эти цветочки, зато в лесу у нас будет мусор, покрышки, ничего не ухожено, да, ну лес, что о лесе беспокоиться. Я предлагаю сейчас посмотреть, как американцы берегут природу, потому что у американцев в этом плане действительно есть чему поучиться. Итак, парк Пойнт-Риес. Он находится к северу от Сан-Франциско. Это относительно небольшой национальный парк, но очень посещаемый, потому что сюда время от времени катаются жители всей области залива Сан-Франциско. Помимо того, что здесь можно любоваться природой и животными, местные пляжи, они считаются очень чистыми, более того, даже самыми чистыми в Калифорнии, хотя, казалось бы, куда уже чище. Въезд в парк совершенно свободный, то есть берете машину и приезжаете. Из минусов тут очень плохо работает сотовая связь, также нету заправок, поэтому заправиться лучше заранее. На въезде в парк есть всего одна АЗС, и бензин там стоит на 20% дороже, чем на трассе. Поэтому заранее заправляемся, выкидываем телефон и отдыхаем, наслаждаемся. Все, я распугал всех коров. Слушай, они пугливые, как эти, как кошки. Русские коровы не пугливы. Это американские коровы пугливы. О, подошли. Смотри. Коровы думают, что я дурак. Я чувствую, сейчас придет фермер с этого исторического ранчо, основанного в 1870 году, и также прогонит нас. Кстати, к слову об инфраструктуре американских парков. Мы в каком-то богом забытом месте, и здесь есть фонтанчик питьевой, и он работает. Просто чудо. Просто чудо. Еще какой-то такой красивый деревянный домик. Сейчас посмотрю, что в нем. Я думаю, там туалеты. Да. И здесь туалеты. И вот такой вот хороший, чистый туалет. Это просто стоянка на краю света в национальном парке. Вон урны. Все, что хочешь. Вот такая вот красота. Не, в этом плане, конечно, в Штатах, национальных парках одно удовольствие путешествовать. Все продумано, полный комфорт. Красота. От основной части штата
национальный парк отделен знаменитым разломом Сан-Андреас. По сравнению с остальной Калифорнией тут мало асфальтовых дорог, зато здесь есть шикарная сеть тропинок, по которой можно передвигаться пешком, можно кататься на велосипеде, можно взять лошадь и, если вы верхом сидите, можно верхом на лошади по этим тропинкам прокатиться. Вот здесь около леса, где всякие маршруты пешеходные, паркинг есть уже для электрических машин. Пока гуляешь, можно подсоединить свой автомобиль. Все продумано. Они поставили стенд. Тут есть такой стенд, где рассказывается про дятла. Есть книжечки. В книжечках все растения и животные, которые здесь есть. И где их можно посмотреть. То есть, видите, тут прямо на треке отмечены точки. Вот вы идете. И в книжечке показано, что здесь можно посмотреть, на каком этапе. Вот, они в такой специальной штучке от дождя скрытые. Вот, все продумано. Сервис. Смотри, а когда они кончаются, вот такая табличка. Все буклеты закончились. И, пожалуйста, придите в информационный центр. Вот. И по маршруту, видите, у них вот стоят эти цифры. Здесь можно начать что-нибудь изучать. С одной стороны такая дикая природа, а с другой полный комфорт. Так, напишите в комментах, кто узнал, что это за машина. Такой невероятной красоты. Вот заберешься в Америке в какую-нибудь задницу, а здесь обязательно будет ретро-пробег. И вот видите, пенсионеры на своих стареньких машинах. А вот это, посмотрите, знаменитый тоннель из деревьев. И таких мест здесь очень-очень много, где просто хочется бросить все и начать фотографироваться самому, наслаждаться всей этой красотой. А самое главное, что здесь все продумано. Вообще вот американские национальные парки, их огромное количество, особенно в Калифорнии. И они вот отличаются тем, что здесь продумана навигация, везде есть какие-то остановки, кафе, рестораны, удобные парковки, проложены все дорожки, идеальная чистота. В общем, просто сплошной кайф, рай для тех, кто любит путешествовать, любит природу. А мы с вами едем на север, вглубь материка, в винодельческий район. Это еще одна фишка Калифорнии. Я уверен, вы все знаете, что в Калифорнии делают вино. Да, приходим в любой винный магазин и видим американские вина. Видим американские вина, и 90%, а я думаю даже, наверное, 100%, если мы говорим про русские магазины, это будет вино калифорнийское. Калифорния — это как наш Краснодарский край, главный винодельческий регион штатов. Здесь очень много виноделин, и мы сейчас по некоторым из них прокатимся. Начать бы я хотел с винодельни Silver Oak. Это очень красивая винодельня, вы сейчас увидите всю эту красоту. И специализируется она на Каберне Савиньон. У Silver Oak есть две винодельни, одна находится в долине Напа. Напа вы тоже наверняка слышали, это главная вообще долина, где большинство винодельни. А еще есть долина Александр, вот Александр Вэлли. И там находится Silver Oak, вот эта вот винодельня, куда мы с вами едем. Если пойдете по моим следам, не перепутайте их. Смотрите, сколько зарядок. Если на Тесле приехали попробовать вино, можно зарядиться. И вот, собственно, здание самой винодельни. Маленькое произведение искусства. Здесь лавочки, деревья. На все деревья проведена подсветка. И ночью они, видимо, красиво как-то подсвечиваются. И вот, собственно, само здание, где дегустация происходит. Обычно все винодельни делают в таком классическом стиле. А здесь, наоборот, современный. Это в прошлом году, да, построили? Построили, да, мы открыли этот tasting room в апреле в прошлом году. Как она называется, бутылка? Бутылка называется... Полтора — это Magnum. Да, Magnum, Double Magnum.
Double Magnum. Это называется Imperial. Imperial. Это называется Balthasar. Потому что во Франции они по именам библейских. Да, ну, да, то же самое. А, то же да. самое. Balthasar это библейский какой-то король, царь из Ветхого Завета. А у вас только Каберне Савиньон? Только Каберне Савиньон. Слушайте, офигеть. Вот такое вот здание. Напишите, друзья, как вам архитектура. А здесь у них маленький огородик. Попробовать 3 вина, которые у них есть, стоят $20. И в подарок еще дают стаканчик. Ну, попробуйте, прям тебе так совсем чуть-чуть наливают. Вот. То есть это не выпить, а попробовать. А теперь давайте переместимся в легендарную долину Напа. Это самый центр винодельческого региона Калифорнии. Итак, первое Шато Монтелена. Легко запомнить Монтелена, у меня доченьку зовут Лена, поэтому Шато Монтелена. Это калифорнийская винодельня, которая знаменита именно белыми винами. Не красными, а белыми винами. Здесь нету современной архитектуры, зато есть исторические здания. Собственно, само шато, оно было построено еще в 1888 году. Оно похоже на замок. Большинство местных виноделин еще тогда тут строились из дерева, но вот шато Монтелена они решили отгрохать настоящий каменный замок. Там толщина стен от 1 до 3,5 метров. Реально настоящий замок. Толстые стены делали, чтобы уберечь внутренние помещения от перепадов температур, чтобы всегда сохранялась одинаковая температура. Я напоминаю, что конец 19 века это строили. Еще одна винодельня, и у них здесь какой-то пруд. Только для взрослых. А, это все тоже эти тестирования. И все расположено вот в таком замке. Но вот, если честно, мне атмосфера прошлого понравится больше. Здесь рассказывается про вино. Вино, кстати, хорошее, но дорогое. Но хорошее, но дорогое. Тут у них небольшой музей. Красота. Такое количество виноделин, что надо брать лимузин, чтобы тебя возил водитель и нормально все пробовать. Здесь 5 вин, $43 стоит тест, дегустация. А теперь давайте переедем дальше в винодельню Чарльза Крюга. Это старейшая в долине Напа винодельня. С 1960-х годов она принадлежит семье итальянских иммигрантов в Мондави. Именно Мондави, как считается, сделали калифорнийское вино известным во всем мире. Пойдемте любоваться, гулять и дегустировать. Судя по фотографиям, здесь должен быть поезд. Но, судя по тому, что поезда нет, его нет. Мы сюда приехали только ради старинного поезда, который должен был стоять на путях. А его нет. Смотри, пути есть. У них прямо станция, видимо, здесь много вина делают. Да, поезда нет. Вообще выбирать винодельню здесь довольно сложно, потому что, если в гугле вы наберете винодельня, то увидите десятки, сотни различных виноделин, больших, маленьких. У всех классные фотографии, все заманивают к себе туристов. И определиться, куда заезжать, сложно. Но мы вот по фотографиям выбрали эту, потому что здесь должен был быть поезд. А еще все фотографируются в огромном зале с кучей винных бочек. What is this? This is a 10,000 gallon redwood barrel. So the whole building actually used to be filled with those. They used those initially in the winemaking process because redwood was the most neutral wood local to the area. So it put the least flavor into the wine. Oak is actually more neutral, but this is all imported French oak. So once that process began, it began to get imported. Stopped using these barrels. So in the renovation of this building, which occurred 5 years ago in 2013, it was initially all filled with these 10,000 gallon redwood barrels, but they took them all down except the one that remained standing, and all the wood used in the renovation was repurposed redwood from the original barrels. So all like the walls out there that you can see, the redwood
siding that's all from the barrels. Выяснилось, что это старейшая в Напе, старейшая винодельня. Она была основана в 1861 году. О чем говорят здесь все вот эти вот бутылки. Здесь дегустационное меню стоит $45 и 5 вин дают попробовать. Одно белое и 3 красных. Так, а вот здесь есть какое-то винцо 93-го года. Каберне Савиньон Магнум за $450. Здесь у них есть терраска, где можно, там он гриль стоит, но сейчас они ничего не готовят, но можно взять вино и выйти и на полянке выпить. И еще у них наверху есть целый зал. Это все сделано из панелей из красного дерева. И верхний зал, когда внизу не хватает места, можно собраться здесь. С потрясающим видом. Вот такой он, винный туризм. Одна проблема, конечно, то, что ты за рулем и не можешь все это дело пробовать. Но нужно приезжать, останавливаться в отеле, брать водителя и веселой компании ездить по винодельням и все тестировать. В среднем дегустация $40 стоит. За эти деньги дают попробовать там 4-5 разных вин. Сейчас наступает ответственный момент, потому что настоящее американское барбекю будет очень жирно и, я надеюсь, очень вкусно. Так, они сделали какой-то модный рынок, как фудкорт большой. И, судя по запаху, вот наша, да, вот наша свинья. И вот такая вот тут свиные ребра, брискет и рваная такая, это тоже свинина. Стоит все вот это вот, учитывая чаевые, $50. Такой вот обед. Основная проблема, друзья, я давно пытаюсь начать делать обзор ресторанов какого-то общепита, но так все вкусно, что я забываю включать камеру. Так что извините, брискет, ребрышки были просто фантастические. Можете поверить мне на слово. А здесь такой большой фудкорт, и я хочу вам просто сказать классную идею, как они сделали. Они сделали из контейнеров такие ларьки и прикольные стульчики для детей. Редко где такое увидишь. Но очень все классно очень выглядит. Здесь, видите, еще поставили игры, столы. Можно поиграть в бильярд, покидать вот эти вот шайбочки. В общем, все очень круто, вкусно и красиво. В целом все уже обычно, и мы к такому привыкли. Раньше в России этого не было. Сейчас, ну, по крайней мере, в Москве и уже в других крупных городах начинает появляться. Посмотрим, как они сделали новую улицу. И в этом плане американцы, конечно, большие молодцы. У них поменялся подход к проектированию улиц. Во-первых, везде уже начал появляться экодренаж. Такие зеленые бассейны, куда стекается вода. Она сюда стекается, она здесь стоит. Здесь растут эти вот травы. И она здесь фильтруется. И вот потом уходит, уже очищенная, уже уходит в ливневую канализацию. Это очень круто, потому что раньше так не делали. И теперь, говорят, у них вообще в стандартах в новых улицах, вот они везде делают экодренаж. Отсюда все сюда стекает. Здесь она отстаивается, фильтруется, здесь что-то происходит. И потом она уходит уже вот непосредственно в ливневочку. В чем плюс такой системы? Во-первых, там песок и прочее вот говно, которое есть на дороге, оно у вас не попадает в ливневую канализацию, потому что это большая проблема. Если вы делаете обычную решетку, делаете обычную систему, то у вас ливневая канализация быстро забивается песком, там, камнями и прочей вот хренью, которая есть на дороге, которую смывает водой. Все это фильтруется, видите, листва, окурки и прочая хрень, она не попадает в ливневую канализацию, она остается здесь. А туда, вот в этот водоприемник попадает уже только очищенная, только уже вода без каких-то вот, без всего постороннего. Обычно, когда мы говорим про ливневку, подразумевается, что это вода чистая, ее раньше никогда не фильтровали, просто сливали в реки. В некоторых странах сегодня ее фильтруют, потому что понимают, что с улиц у вас смывается там машинное масло, еще прочая всякая хрень, и не очень хорошо это все в реку сливать, хорошо бы это дело фильтровать. Так вот, систему вот с этим экодренажом, они позволяют фильтровать воду и уже ее очищенную сливать непосредственно в реку, в море и не переживать насчет экологии. В чем плюс еще такой системы? Можно делать диаметр трубы, делать маленький, потому что вам не нужно, чтобы там
проходил какой-то, не знаю, там песок, листва, ветки, вот что обычно в ливневку во время там ливня попадает, да, вам это не нужно, поэтому можете прокладывать трубы небольшого диаметра и делать эти вот коллекторы совсем небольшие. Плюс еще эти бассейны, опять же, да, во время сильного ливня, они собирают воду и служат таким, как это объяснить, как водохранилище. Ну, то есть там у вас собирается вода, и постепенно потом она уходит, опять же, позволяет делать трубы небольшого диаметра. Потому что в обычной системе, когда у вас переполняется коллектор ливневой канализации, у вас затапливают улицу. Здесь как раз вся вода остается в этих бассейнах. А в России такое не встречал. Если где-то видели такое в России, напишите в комментах, даже интересно, делают ли у нас такое. Ну и здесь все, конечно, продумано, все очень круто, потому что, посмотрите, велодорожка, она проходит с тыльной стороны автобусной остановки. Здесь вот у нас автобусная остановка такая красивая, с указанием времени и всего остального. Здесь у нас велопрокат, там у нас электрическая зарядка для машин. Слушайте, просто вот, конечно, новые американские улицы. Сделано все просто, то есть бетонный тротуар, никаких там изысков, дешево, но очень продуманно, практично. Парковочка в карманах. Смотрите, какой профиль улицы хороший. Видите, как она изгибается специально, да? Здесь на такой улице не погоняешь. Под поворот налево, отдельная полоса всегда. Здесь сделан пешеходный переход. И вот, чтобы водители были внимательны, по центру зебры стоят еще такие вот разделители. Такие вот делают сейчас улицы. Улицы в Штатах, бетонные тротуары, 100% безбарьерная среда. Все очень классно, продумано. Конечно, они большие молодцы.